По ночам звучит надрывный кашель. Старенькая женщина слегла. Много лет она в квартире нашей одиноко в комнате жила. Письма были, только очень редко. И тогда, не замечая нас, все ходила и шептала: «Детки, вам ко мне собраться хоть бы раз». Ваша мать согнулась, посидела. Что ж поделать, старость подошла. Как бы хорошо мы посидели рядышком у этого стола. Вы под этот стол пешком ходили, песни пели до зари. А теперь разъехались, уплыли. Вот поди вас всех да собери. Заболела мать. И той же ночью телеграмм не уставал кричать: «Дети, срочно, дети, очень срочно! Приезжайте, заболела мать!» Из Одессы, Таллина, Игарки, отложив до времени дела, дети собрались. Да очень жалко. У постели они у стола гладили морщинистые руки, мягкую серебряную прядь. Для чего же дали вы разлуки так надолго между вами встать? Мать ждала вас в дождь и в снегопады, в горестной бессоннице ночей. Разве горя дожидаться надо, чтоб приехать к матери своей? Неужели только телеграммы привели вас скорым поездам? Слушайте, пока у вас есть мама, приезжайте к ней без телеграмм.